Меня зовут Олег Поченков, я социолог и урбанист. Я работаю в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Этот рассказ про Санкт-Петербург, про его жителей, про то, как можно быть ближе сегодня в большом городе, что не просто, но возможно. Это 4 истории о близости людей друг к другу и к городу, о близости к природе, о близости к воде и о близости к другим обитателям, которые есть в любом из наших городов и которые делают его прекраснее. В конечном счете это рассказ о городе и о нас с вами. Это история о том, как можно быть и нужно быть ближе к городу. Мы сейчас находимся на том пространстве, которое в Петербурге было спроектировано, если не самими жителями, то в значительной степени с участием жителей, которые привнесли в идею и в планировки, и в наполнение этого пространства свои пожелания, свои мысли. И здесь, на набережной Карповки, когда начинался этот проект, то его хотели делать по классической схеме. У проектировщиков была задумка, у администрации города и района вдруг появилась возможность сделать что-то интересное у воды. Проектировщики сделали проект. И вот в этот момент началось самое интересное. Этот проект показали горожанам. И в процессе показа горожанам выяснилось, что у них есть свои мысли, им есть что сказать на этот счет. И так начался диалог горожан друг с другом, и с проектировщиками, с администрацией, разговор с городом. И по результатам этих всех разговоров появилось уникальное пространство. Оно уникальное не только тем, что здесь есть интересные, впервые в городе сделанные объекты. За ними стоит история, за ними стоят живые люди, петербуржцы, которые не являются ни архитекторами, ни дизайнерами, ни какими-то профессионалами. Они просто любят свой город, и они захотели подарить этому городу то, что важно для них, то, что они хотели бы разделить с другими горожанами. Велодорожку с подсветкой-то мы и не посмотрим. Вот это мега популярная штука, конечно, среди детей. Господи. Детям должно нравиться. И вот то, что мы видим, например, здесь, что издалека напоминает лодку, это тоже классное решение, потому что по дизайну мы у реки, да, и очень многие элементы здесь играют с какой-то морской темой. И если бы с жителями не обсуждался проект, скорее всего, это была бы клумба с красивыми однолетними цветами, которые мы видим во всех городах страны последние 50 примерно лет. А вот такой клумбы нет нигде, потому что это огород. Это огород на Карповке, который придумали петербуржцы. Главное отличие огорода от клумбы в том, что в огород люди вкладывают что-то свое. Жители города. Они не просто любуются, они приходят и что-то здесь делают. Их объединяет забота об этой замечательной лодке, огороде. Они обмениваются растениями, они обмениваются опытом, они обмениваются эмоциями, когда приходят сеять или собирать урожай. И я, например, горжусь больше всего в этом проекте именно вот этой лодкой, потому что это что-то новое, это что-то говорит про петербуржцев. Это сделано ими для них, и это делает их ближе друг к другу и делает их ближе к городу, а город к ним. История о том, как можно и как хочется быть ближе к воде. Вот в том месте, где мы сейчас стоим, произошла удивительная для города Санкт-Петербурга история, потому что в этом городе как бы очень много воды, и он даже иногда называет себя Северной Венецией.
Но в действительности у человека в городе с этой водой есть очень большая дистанция. До воды трудно дотянуться. Мест, где к воде можно спуститься, потрогать ее, коснуться, даже ощутить ее запах, очень мало. На нее, как правило, можно только любоваться издалека. И группа активных петербуржцев собралась вместе, обсудила эту историю и решила, почему мы так далеко от воды, давайте быть к ней ближе. И тогда они организовали фестиваль, который назывался «Твоя вода». И проходил он здесь, на набережной реки Карповки. И в рамках этого фестиваля был призыв построить несколько плотов. И когда фестиваль закончился, плоты остались. И потом один из этих плотов стал такой площадкой для перформанса. Вдруг возникла идея, что на нем можно не просто плавать ради того, чтобы плавать, а он может стать сценой. И несколько друзей, коллег собрались в рамках проекта, российско-немецкого проекта «Штат im Dialog» или «Город в диалоге», собрались на этом плоту и сделали его с плавучей сценой, на которой они плавали по реке Карповке с шариками, с транспарантами, призывая всех проходящих рядом присоединиться к ним. И несколько человек перелезали через вот эти высокие ограждения и прыгали на плот, снизу их ловили. А еще этот плот служил паромом. Дело в том, что с этой стороны реки Карповки находится первый мед, так называемый, медицинский университет. А с другой стороны, там глубже находится университет ЛИТИ, технический университет. И для каждого из них свойствен гендерный перекос среди студентов. То есть в первом меде учатся гораздо больше девушек, а в ЛИТИ учатся гораздо больше мальчиков. Но они между собой не встречаются и не пересекаются, потому что они на двух разных берегах реки. И идея этого плота была в том, чтобы стать паромом, который мог бы перевозить студенток первого меда и студентов ЛИТИ, чтобы они на этом пароме встречались. Такая красивая история о том, какую роль может играть в городе вода и почему к ней нужно быть ближе. История о том, как в городе можно быть ближе не только к другим людям, но и к другим существам, которые этот город населяют, и для которых мы, может быть, можем оказаться очень-очень важными. Ровно на этом же месте, где мы сейчас стоим, 3 года назад произошла замечательная во всех смыслах этого слова история, напомнившая о том, что в этом городе есть не только люди, и думать следует не только о них. Это был декабрь 2017 года, снега еще не было, вода текла, льда не было. И исследователи, урбанисты из открытой лаборатории «Город» ровно на этом месте сделали исследование для того, чтобы разработать концепцию развития общественных пространств на набережной реки Карповки. И вдруг в какой-то момент на мосту остановились 2 девушки и стали кричать. Мы остановили свои счетчики и пошли к ним и спросили, что же происходит. Они нам показали, в воде по течению плыла картонная коробка большая, в которую кто-то положил тряпочку, и на эту тряпочку положил штук 6 котят. Возле девушек собралась какая-то толпа, и все очень волновались и переживали, потому что было очевидно, что котята до следующего моста не доплывут, потому что коробка картонная и тонет. С другой стороны, здесь до воды 3 метра, а может быть 4, и нет ни одного спуска. К воде спуститься нельзя. Об этом тоже задумались, кстати, в этот момент. А почему же к воде-то спуститься нельзя? Почему мы можем на нее только любоваться, и даже кошек, которые тонут, не спасти? Но тут пришли 2 ребят, подростков, побежали в магазин, попросили веревки. Температура была градусов -2, может быть. Они привязали веревку к ограждению, и он полез по этой веревке вниз. Упал, поплыл, забрал, вытащил эту коробку в обнимку, а его уже все вытягивали здесь веревкой. Они выжили. Подростки, ребята, которые спасли котят, тоже, насколько мы знаем. Это история о том, как важно помнить, что в этом городе мы не одни. Мы очень горько пожалеем, если забудем, что мы близко живем с другими обитателями этого города. Вот ровно в этом месте скидывали веревку, а потом по ней вытягивали. Ребят, это душераздирающая история. Мне сейчас про это страшно рассказывать, когда на улице -10.
Города существуют не только для людей. А в этом городе очень много других обитателей, и мы живем рядом с ними. Мы близко к ним, а они близко к нам. И если мы забудем об этом, то очень скоро мы об этом пожалеем. Если в этом городе останутся только люди и машины, нам станет очень, очень печально жить в таких городах. Это история про то, как по-разному можно быть близкими в современном городе. Посмотрите вокруг на эту прекрасную белую равнину и представьте себе, 6 месяцев назад это все абсолютно зеленое поле, нестриженная трава, где-то высокая, где-то пониже. Вот здесь вот у берега реки сидят люди, кто-то парочками, кто-то в одиночестве, кто-то компаниями, кто-то с собакой, кто-то с кошкой. И вот эта прекрасная зеленая территория, именно цвет здесь важен, представляет собой самую большую ценность для людей, как выяснилось. Через 3 года после того, как на набережной Карповки сделали одно из самых популярных общественных пространств города, не прошло и 3 лет, как у людей изменился запрос. И оказалось, что они хотят быть не только ближе друг к другу. Оказалось, что жители большого города, почти 8-миллионного Санкт-Петербурга, хотят быть ближе к природе. На сессиях соучаствующего проектирования самый большой запрос звучал так: пожалуйста, ничего не испортите, пожалуйста, ничего не трогайте, не надо никаких детских площадок, никаких спортивных площадок, оставьте нам траву. Если траву обязательно стричь, то давайте вокруг сделаем луговой газон, который еще можно и не стричь, где будут травы, где будут пчелы, шмели. Кто хочет, сможет играть и бегать в летающую тарелку. И этого достаточно, потому что когда есть небо, когда есть вода, когда есть трава, то человек становится счастливее. Ну, на этом все.